Всем привет, меня зовут Артем, и добро пожаловать на новый выпуск проекта Russian Progress. Это проект по изучению русского языка через контент на русском, поэтому если вы изучаете русский язык, включайте субтитры, либо заходите на Boosty Patreon за транскрипцией, а если не изучаете, то буду вам благодарен, если порекомендуете мой контент, мой подкаст тем, кто учит русский язык. Сегодня я хотел бы сделать небольшое вступление к видео, которое я записал 4 года назад в Братиславе, когда я был на мероприятии Polyglot Gathering. Возможно, кто-то из вас уже видел видео с иностранцами, с полиглотами, которые говорят по-русски на моем канале. Было 3 части, и 4-ю часть я оставил на потом, на сегодня. Сегодня вы как раз ее увидите. А я сейчас, кстати, в Тобольске, в одном из самых древних сибирских городов. Приезжайте в Тобольск смотреть Тобольский Кремль. Так что да, сегодня вы услышите, как по-русски говорят полиглоты, как они делятся своим опытом изучения русского языка. В субтитрах уже будет все исправлено, в транскрипции тоже. И да, если вы хотите поддержать проект, то вы можете это сделать на Boosty и на Патреоне. Там вы найдете уже упомянутую транскрипцию, экстра подкаст, дополнительный подкаст для спонсоров, эксклюзивные видео, телеграм-чат и прочее. И буду вам очень благодарен. Сейчас мы пообщаемся с Диого из Бразилии. Диого, привет. Привет. Так, покажи для начала, какие ты языки знаешь. Я говорю по-английски, французски, испански, русский. Сербский, конечно. И сейчас учу голландский, болгарский, польский, итальянский. Обалдеть. Ну, расскажи, нам интереснее всего русский. Я уже с тобой общался, ты хорошо говоришь. Как тебе удалось, вообще, для начала, как ты начал учить русский? Я начал учить русский в университете во Франции в 2013 году. И потом, после 2 года, я поехал в Россию, в Пятигорск, как по обмену. И вот я еще 1 год жил в России, и когда я вернулся, я продолжаю изучение русского. И до сих пор. То есть ты, получается, на курсах? Да, как будто. Это же бакалавр русского языка и магистратура русского языка. Ничего себе. А почему ты выбрал именно русский? Потому что необычно. Необычно. И сейчас у меня много друзей, тогда есть причина изучать языки. Да. Как ты достиг? Я понимаю, что курсов, наверное, недостаточно. Конечно, да? нет. Как достичь вот такого свободного уровня? Что ты посоветуешь? Конечно, путешествование это помогает. В России я еще жил немножко в Казахстане, но обычно я стараюсь найти людей в городе, где я живу. Например, сейчас я живу в Лиле, во Франции, и там есть немного, но есть русские, русскоговорящие, и я всегда стараюсь их найти. Еще в интернете мне очень интересно смотреть советские фильмы. Какие у тебя любимые советские фильмы? «Ирония судьбы», конечно, классические. Да. И я их смотрю со субтитрами, и это мне помогает. Но у меня еще одна метода, но необычная. Когда я был в России, я часто смотрел турецкие сериалы, потому что я вообще не знаю турецкий, но с русскими субтитрами. Тогда я должен читать субтитры и думать только на субтитры. Тогда это мне очень помогло. Блин, ничего себе, интересно. И напоследок, что посоветуешь тем, кто хочет выучить русский, кто хочет достичь высокого уровня, что им сделать надо? Говорить всегда, не бойся. Язык на самом деле не очень трудно, как все говорят. И И главное, что у тебя будет много друзей потом. Да, согласен. Обригадо. Не надо, prazer. Так, сейчас мы встретили Анджея из Польши. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, сколько у Анджея языков, это просто что-то невероятное. Я думаю, что 30 сейчас, и это хватит. Уже хватит. Интересно было бы спросить у вас про все эти языки, но давайте сконцентрируемся пока на русском. Когда вы начали, почему вы так хорошо говорите на русском? Так,
много лет тому назад это в Польше было обязательно изучать русский язык. Ага. Как я учился русскому языку в школе, Ага. но после школы я не говорил, потому что в школе всегда только грамматика, Ну да, грамматика, да. и больше нет. Но я думаю, что 7 лет тому назад я начал снова заниматься иностранными языками и тоже русским. И у нас в Варшаве, я живу в Варшаве, и у нас ежедневно у нас встречи, языковые встречи в кафе. Это называется Warsaw Tandem. Ага. И мы встречаемся поляки и иностранцы. И говорим. А, здорово. Потому чтобы практиковать иностранные языки. Да. Давайте туда отойдем, там менее шумно. Здесь просто все говорят. Да. Понятно. То есть изначально это не был ваш выбор учить русский, да? Это было обязательно. Обязательно, да. В школе надо было учиться русскому, а в средней школе английский. И тут даже по-английски я не говорил. Понятно. Потому что в школе не учат Английский. как говорить. Да. Какой ваш метод изучения языков? Вот как можно выучить столько языков и не забыть их? И мой метод это чтобы сначала говорить. Сначала я думаю, что очень важно, чтобы произношение. Хорошее произношение и говорить. Даже когда мы не знаем еще языка, надо говорить. Понятно. Ничего больше. А чтобы не забывать языки, что вы делаете? Я ничего не делаю, только общаюсь с людьми. И это может быть невероятно, но даже когда я не используюсь языками, я не знаю почему, но уровень языка Не падает. выше. Выше, даже растет. Выше, Ага. да. Интересно. Может быть, так другие языки делают что-нибудь. А по какому принципу вы выбираете языки, которые изучать? Я учусь только тем языкам, Ага. на которых я могу говорить с кем-то. Да. Вот, например, мой персидский не так хороший, потому что до сих пор не было в Варшаве людей из Ирана, но сейчас и есть. Это есть такая могущность, да? Возможность, чтобы поговорить по-персидски, потому что на Warsaw Tandem приходит один человек из Ирана. Понятно. И чтобы достичь высокого уровня, что нужно делать? То же самое. Говорить. То же самое. Говорить. И слушать людей. Не слушать людей. Спасибо. Dziękuję. Спасибо. Сейчас мы пообщаемся с Андре из Германии. Привет. Привет. Начнем, как обычно, с твоего опыта изучения русского. Как ты начал, почему, когда? Да, я говорю русский язык немного, но очень хорошо. Но я в университете Учил русский язык? Учил русский язык, да. Только 1 или 2 семестра. Потому что я тоже arbeiten. Работал? Я работал языки из Дагестана, и поэтому Ты изучал дагестанские языки? Дагестанские языки. Один язык из Дагестана, это цезский язык в Дагестане. И потом я тоже
был в Дагестане 3 недели. О, и как тебе понравилось? Очень хорошо. Я очень люблю Дагестан. Дагестан. И люди там очень friendly. Добрые. Добрые. И это язык в Дагестане я не очень хорошо говорил. И поэтому мне надо говорить. Мне надо было говорить. Было говорить на русском языке с семьей там. И поэтому в этом время я очень улучшил мой русский язык. Здорово. Да. Но сейчас, потому что сейчас я занимаюсь с языках в Азии. Я занимаюсь азиатскими языками. С азиатскими языками. Молодец. Да. Инструментал. Да. Поэтому мой русский сейчас не очень Покажи, хорошо. какие языки ты изучал. Да. Изучаешь? Например, китайский, тайский или таиландский? Тайский, да. Бирманский язык. И потом тоже 2 маленькие языки в Мьянме. Это джингпо или качинский язык, тоже можно говорить. И шанский язык. А это? Что за язык? Это не азиатский, это клингонский язык. Из «Звездный путь». Ничего себе. Почему, что тебя мотивирует изучать такие редкие языки? Ну, то есть непопулярные, скажем так, для изучения. Как? Ну, вот как вот этот, не знаю. Да. Ну, я люблю языки в Азии, и я был в Китае 1 год, и есть много друзей много друзей из Таиланда, из Лаоса, из Мьянмы там. И я думал, что очень хорошо, если я тоже хочу учить их языки, и потом я Я начал. Я начал сделать мою докторскую работу в Швейцарии, и поэтому мне надо было учить тоже бирманский язык, и потом качинский язык и шанский язык, потому что я исследую эти языки в Мьянме. Поэтому я люблю маленькие языки. Интересно. Да. И какой совет ты дашь тем, кто хочет в целом учить языки? Что самое главное? Like, what's my goal with? Нет, совет, тип. Тип. Тем, кто хочет выучить язык. Окей. Я думаю, что, по-моему, очень хорошо, если можно говорить с людьми в Дагестане, в Китае, да. В стране, где говорят на этом языке. Да. И тоже, по-моему, если, как сказать, если не можно говорить с носителями языка, можно тоже в интернете писать, болтать, да? Да, переписываться. Переписываться. Или в YouTube смотреть фильмы. И тоже, например, есть Anki Droid. Можно с телефоном повторять слова? Да, повторять слова. Это я сейчас делаю. Да. Окей. Dankeschön. Спасибо, Артем.
koji isto kao ovdje u Slovačkoj, većina stranaca dođe u Bratislavu i ne vidi ostatak Slovačke. Ja kad sam bio ovdje prvi put, samo sam u Bratislavi bio i onda kad sam otišao zapravo kroz ostatak